Итак, ребята, всем привет! Обновление Windows 11 Moment 5. Данное обновление будет доступно для версий 22H2 и 23H2. Выход следующего обновления функции Moment 5 ожидается 27 февраля 2024 года. Пятое по счету обновление типа Moments, также называемое Future Drop, для Windows 11 ожидается в начале 2024 года, то есть в этом месяце, в феврале. Microsoft готовится выпустить следующее обновление функции Windows 11 в начале 2024 года. Обновление известно как Moment 5 или февральское обновление Moment. Обновление будет более компактным по сравнению с предыдущим, поскольку основное внимание уделяется внесению необходимых изменений в операционную систему, чтобы привести ее в соответствие с законом о цифровых рынках Digital Markets. Ожидается, что в обновлении Moment 5, которое начнет распространяться в конце февраля в виде предварительного обновления и в начале марта для всех пользователей, появится ряд пользовательских улучшений. Microsoft работает над обновлением некоторых функций инструментов специальных возможностей, улучшением интеграции с облачными ПК Windows 365, а также возможностью удалять новости с доски виджетов и Bing из панели поиска Windows. Обновление уже завершено. Microsoft готовится к развертыванию. Moment 5 выйдет 27 февраля, но в этот день ожидается еще выход февральского предварительного обновления для Windows 11 версии 23H2 в рамках выпуска необязательных исправлений типа C для системных администраторов. Итак, поговорим, что нового. Улучшение рукописного ввода. Обновление Moment 5 для Windows 11 содержит ряд функциональных улучшений, таких как возможность рукописного ввода непосредственно в текстовые поля в операционной системе. Эта функция уже давно присутствует на других платформах, и теперь она наконец-то появилась в Windows. Это значительно упрощает использование системы с цифровым пером. Вам больше не нужно входить в специальную панель рукописного ввода для ввода текста. То есть это для сенсорных устройств. Дальше, возможность удаления Edge и изменения поставщика поиска, об этом мы говорили, что Microsoft разрешает удалять Edge, Bing и отключать рекламу в Windows 11. Но это только в Европе, оказывается. Улучшение функции обмена устройствами поблизости. Также будет улучшена функция обмена устройствами поблизости, которая по сути представляет собой AirDrop, но для ПК. Nearby Share получит поддержку читаемых и понятных имен, например, компьютер Билла, компьютер Макса. Имя будет показываться, когда другой компьютер попытается поделиться с вами файлом. Microsoft также говорит об улучшении скорости передачи данных в обновлении Moment 5. Windows Spotlight по умолчанию. Windows Spotlight, которая извлекает фон дня из Bing, будет установлена в качестве обоев по умолчанию в Moment 5. Этот параметр вступит в силу только в том случае, если вы используете одни из встроенных обоев Windows. Если вы используете собственные обои, то параметр Windows Spotlight не будет переключаться автоматически. Улучшение Windows Copilot. Мы говорили об этом в одном из видео, что можно будет открепить Copilot от правой части экрана, что позволит другим приложениям существовать под боковой панелью Copilot, а не появляться рядом с ней. Интерфейс Copilot также отображается в меню Windows Alt-Tab, что позволяет быстро и легко переключиться на него с помощью сочетания клавиш. Copilot теперь получит поддержку работы на нескольких дисплеях. Вы можете открывать его там, где пожелаете. Макеты привязки. В меню макетов привязки при наведении курсора мыши на кнопку «Развернуть» будут показываться предложения привязки на основе искусственного интеллекта. Используя машинное обучение, Windows запомнит наиболее часто используемые приложения и автоматически предложит макеты на основе приложений, которые открыты в данный момент. Панель быстрых настроек и меню «Пуск». Microsoft вносит незначительные изменения в меню трансляции на панели быстрых настроек, которая теперь будет лучше описывать эту функцию новым пользователям, которые раньше ее не использовали. Microsoft также предложит использовать функцию «Передать на экран» всякий раз, когда
операционная система обнаруживает, что пользователь работает в многозадачном режиме, постоянно переключаясь между несколькими окнами приложения. Кнопка «Все приложения» в меню «Пуск» была переименована просто во «Все». Улучшение панели виджетов. Microsoft вносит несколько изменений в панель виджетов в Windows 11, чтобы она соответствовала закону о цифровых рынках. Самым большим изменением является возможность отключить интеграцию Microsoft News с доской виджетов, что позволяет пользователям полностью отключить ленту новостей Microsoft Start в настройках доски. Помимо возможности отключения Microsoft Start, Microsoft добавит поддержку сторонних новостных служб. Google News или Apple News. Будет плагин, который интегрируется с доской виджетов. Пользователи смогут установить этот плагин, если они предпочитают эти службы новостям от Microsoft. В отличие от других изменений DMA, данное изменение будет актуально для всех пользователей, а не только для пользователей из ES. Также изменения встроенных приложений. В Moment 5 будут представлены улучшения для встроенных приложений. В блокноте появится счетчик символов в нижней части приложения, а в контекстное меню файла будет добавлен пункт «Редактировать с помощью блокнота». В Microsoft Store также появилась новая вкладка «Аркада», которая позволит сразу играть в игры, которые не нужно загружать. Игры довольно простые, но они отлично подходят для того, чтобы убить несколько минут, ожидая загрузки файла или завершения рендеринга. Вот это, я считаю, очень хорошее нововведение, потому что когда ты рендеришь, скажем так, видео, чтобы было чем заняться. Microsoft Store получил и другие улучшения, например, окно с дополнительной информацией при наведении курсора на приложение на домашней странице магазина. Также ускорен запуск приложения. И интеграция облачных сервисов Microsoft 365. Microsoft продолжает работать над интеграцией Windows 365 в Windows 11. В Moment 5 Microsoft добавила возможность для организации настраивать страницу входа со своим собственным логотипом для сотрудников, вводящих учетные данные Cloud ПК. Данное обновление уже доступно в программе Windows Insider на канале Release Preview. Довольно крупное обновление нас ожидает 27 февраля. Также в одном из предыдущих видео я сказал, что Windows 12 уже в этом году не будет. Это официально. Microsoft готовит на эту осень крупное обновление Windows 11 24H2, которое будет направлено на улучшение работы с искусственным интеллектом нового поколения. Что ж, будем ждать, следить. Если данный ролик понравился, лайк, подписка, комментарий. Всем пока.